В водах Саргассова моря внутри Атлантического океана располагается область, покрытая тайнами и мифами. Бермудский треугольник. Легенда о его таинственных исчезновениях ведется с 50-х годов 20 века, когда корреспондент Эдвард Ван Винкл Джонс впервые упомянул эти случаи. Позже, в 1964 году, Винсент Гаддис предложил ныне известное название, которое стало олицетворением мистики и необъяснимых случаев. В этот период сотни случаев таинственных исчезновений начали обсуждаться широкой публикой, хотя многие из них находили объяснения в простых человеческих ошибках или жестоких погодных условиях. Один из особо известных инцидентов — исчезновение звена 19 в 1945 году. 5 американских бомбардировщиков будто бы растворились в воздухе, повысив ажиотаж и интерес к Бермудскому треугольнику. Хотя часто упоминается о белых волнах и панике пилотов, официальные документы не подтверждают эти мифы. Аномальная зона с пространственными и временными искажениями, вспоминаемая в легендах, не находит поддержки у науки и исследователей. Настоящие причины внезапных исчезновений чаще всего кроются в погодных условиях и неисправностях техники. Даже легенда о летучем голландце, хотя и загадочна, не имеет прямой связи с Бермудским треугольником. Реальность проста. Эти воды не опаснее других районов океана, как свидетельствуют статистические данные. Но, несмотря на это, рассказы о таинственных происшествиях по-прежнему захватывают воображение, напоминая нам, что многое остается необъясненным. Вскоре мы заглянем глубже в историю исчезновений, чтобы прояснить, где истина, а где захватывающие легенды. Исчезновение в истории 12 марта 1918 года. Огромное грузовое судно-танкер ВМС США под названием «Циклоп», унося 309 членов экипажа и ценный груз марганцевой руды, исчезает в водах Бермудского треугольника. Это событие до сих пор остается крупнейшей мирной потерей флота США. Причины исчезновения остаются загадкой. От природных факторов до бесконечных теорий о мистических силах. Интересно, что легенда о Бермудском треугольнике начала формироваться позже, однако исчезновение «Циклопа» стало одной из первых историй, подпитывающих ее мистику. В течение десятилетий историки и исследователи пытаются разгадать эту тайну, предлагая и отвергая теории одну за другой. Случай с Марией Селестой, легендарным кораблем, обнаруженным пустым в 1872 году, хоть и произошел далеко от берегов треугольника, часто приводится как пример морской загадки. Несмотря на это, его история обособлена, хотя популярная культура порой связывает их. Загадочные морские истории того времени создавали основу для легенд, которые вскоре обретут мировую известность в 50-х. Что же произошло в те времена, что до сих пор заставляет нас гореть любопытством? Давайте посмотрим на события нового времени, чтобы ответить на этот вопрос. Современные таинства. Хотя в современных хрониках Бермудского треугольника не находят реальные подтверждения для всех мифов, все же остаются захватывающие моменты. Вспомним торговое судно «Котопакси». Оно отправилось из Чарльстона в декабре 1925 и исчезла, оставив лишь вопросы и удивление. Судно загадочно пропало, словно растворившись в воздухе, и его судьба оставалась неизвестной почти столетие. Современные технологии дали возможность пролить свет на некоторые из этих загадок. Например, использование сонара и гидролокации помогло обнаружить обломки недалеко от берегов Кубы. Данные, собранные исследователями, подтвердили, что судно столкнулось с непогодой, что и стало причиной его загадочного исчезновения. Тем не менее, такое внезапное исчезновение добавило Котопакси в список легендарных исчезновений. Не стоит забывать о ролях природы. Гигантские волны, способные поглощать даже крупные корабли, и внезапные шторма не дают никакой мистики укрепиться. Бермудские воды не более опасны, чем любые другие, о чем говорят и официальные статистические данные. Да, магнетизм и инфразвук играют свою роль, но их воздействие лишь подчеркивает могущество природы. Многие загадки сейчас объясняются как природными силами, так и человеческими факторами. Нужно признать, Бермудский треугольник не дает разгадок как некая сверхъестественная тайна, но как место, где природа активно демонстрирует свои силы. И все же, несмотря на научный прогресс, интерес к этой зоне не угасает. Ведь она таит в себе еще много неразгаданных историй, которые ждут своего часа. Одна из таких загадок скрывается прямо под волнами, о чем нам поведают дальнейшие исследования. Аномалии места Бермудский треугольник — загадочный участок Атлантического океана между городом Майами, Бермудскими островами и Сан-Хуаном в Пуэрто-Рико. Вот уже сколько лет он вызывает интерес смешанными историями о загадочных происшествиях. Однако в глубинном анализе большинство исчезновений здесь объясняется сложными погодными условиями и навигационными трудностями. Особенности региона включают в себя тропические циклоны, которые регулярно угрожают судам и самолетам своими разрушительными силами. Эти циклоны могут вызывать мощные волны и сильные течения, которые создают настоящее испытание для навигации. Неудивительно, что в непогоду суда могут попадать в сложные ситуации, что иногда может быть ошибочно
воспринято как нечто сверхъестественное. Магнитные осложнения, на которые часто списывают исчезновения, имеют свои объяснения. Магнитное склонение в этом районе остается в пределах нормы, составляя около 15 градусов. Это не аномалия, а скорее регулярная корректировка, которая просто требует внимания навигаторов. Хотя мифы о загадочных инфразвуковых колебаниях сильно преувеличены, реальности треугольника вполне можно объяснить уже известными природными явлениями. Испытания сил природы, такие как ураганы, штормы и даже невероятная сила течений, вот что делает этот регион куда более сложным для судов. Каждое небывалое происшествие в этом районе находит свое объяснение в естественных причинах. Масса документов и исследований показывает, что тайны Бермудского треугольника имеют вполне земные корни. Но желание разгадать эти тайны не утихает, ведь всегда остается что-то неизвестное. В близком будущем нас ждет погружение в другие удивительные аспекты этого региона, которые могут кардинально изменить наше восприятие побивших все рекорды загадок. Теория магнитных полей. Когда речь заходит о Бермудском треугольнике, магнитные аномалии часто оказываются в центре внимания. Однако исследования серии ученых показали, что значительных отклонений магнитного поля, которые могли бы объяснить таинственные исчезновения, здесь не наблюдается. Многие известные теории о влиянии магнетизма на курсы кораблей и сбоев навигации подверглись серьезной критике и считаются псевдонаучными. Австралийский ученый Карл Крушельницкий утверждает, что миф о таинственных исчезновениях основывается на сочетании природных явлений и человеческих ошибок. Он, опираясь на данные береговой охраны США и страховых компаний, указывает, что Бермудский треугольник не более опасен, чем другие морские регионы. Магнитное склонение в этом районе хоть и существует, находится в пределах нормального и не представляет угрозы для современных систем навигации, которые практически не зависят от компаса благодаря GPS и другим технологиям. Стоит обратить внимание на то, что утверждения о старинных мореплавателях, регистрировавших нестабильность компасов именно в этой зоне, отделены от научных фактов и скорее принадлежат фольклору. Современные навигационные приборы устойчивы к магнитным вариациям, и их исправность скорее зависит от квалификации экипажа. Большинство объяснений таинственных исчезновений сходятся на том, что виновниками являются внезапные шторма, ураганы и другие природные явления. В сочетании с человеческим фактором они вполне способны объяснить большинство случаев, приписываемых мистике. Однако в поисках разгадки продолжает звучать уверенность, что наиболее интересные тайны скрываются не на поверхности, а в глубинах океана, которые только предстоит изучить. Подводные аномалии. Глубины Бермудского треугольника окутаны множеством таинственных историй, и потенциальные аномалии на дне океана вызывают самый живой интерес. Одной из наиболее популярных теорий является существование неких подводных пирамид. Однако их существование не подтверждается научным сообществом. Канадские океанологи и доктор Верлак Мейер в 1991 году говорили о возможных аномалиях на большой глубине, но эти обнаружения остаются спорными, вызывая множество дискуссий и не будучи признанными официальной наукой. Бермудский треугольник изобилует карстовыми образованиями, вызванными природными процессами. Эти геологические явления создают сложный рельеф, который может влиять на навигацию и вызывать странные течения, но ученые утверждают, что подобные образования распространены и в других частях океана. Необычные структуры на дне, такие как подводные плато, скорее свидетельствуют о тектонической активности, но не о скрытых цивилизациях. Основные факторы, которые влияют на навигацию в этом регионе, связаны с погодными условиями. Сильные штормы, быстро возникающие циклоны и мощные течения часто ставят капитанов и пилотов в затруднительные ситуации. Именно это, а также интенсивное судоходство, часто называют причиной навигационных ошибок и исчезновений судов, а не мифические объекты или мистические силы. Тем не менее, пытливый ум продолжает исследовать эти воды в поисках разгадки. Тайны морского дна могут помочь нам лучше понять природу и сохранить безопасность на водах. Продолжая погружаться в исследование этих интересных уголков нашей планеты, ученые надеются открыть мир подводного царства, в котором сосредоточены мощные природные явления и энергия океана. Впереди у нас много вызовов и открытий, которые могут удивить даже самых скептичных наблюдателей. Углубленный взгляд. На протяжении десятилетий Бермудский треугольник, ограниченный берегами Флориды, Бермудских островов и Пуэрто-Рико, вводит в заблуждение и восхищает одновременно. Несмотря на его репутацию загадочного места, современные исследования показывают, что здесь нет уникальных природных особенностей. Количество пропаж судов и самолетов здесь не превышает средние мировые показатели. Высокая концентрация инцидентов объясняется оживленным судоходством и сложностями навигации. Зона, где взаимодействуют несколько океанических течений и атмосферных систем, создает условия для феномена, известного как волны-убийцы. Эти гигантские одиночные волны достигают впечатляющей высоты до 30 метров и могут возникать без предупреждения, что делает мореплавание в этих водах настоящим испытанием. Неудивительно, что такие волны способны в мгновение ока поглотить даже крупные суда.
Истории о потерях судов часто коренятся в сочетании человеческих ошибок и суровых природных сил. Навигация в этой зоне усложняется не только мощными течениями и внезапными штормами, но и постоянным изменением погодных условий. Важно понимать, что мореплаватели нередко сталкиваются с неожиданностями и не всегда подготовлены к таким вызовам. Именно поэтому провалы в учете множества факторов ведут к трагическим последствиям. Географическое расположение и природные особенности делают Бермудский треугольник местом удивительных природных явлений. Исследования показывают, что объяснение загадок этого региона лежит в плоскости науки, а не паранормальной мистики. Это место побуждает нас не останавливаться на достигнутом, разгадывая явления природы, которые еще ждут своих объяснений. Мистические интерпретации. Существует множество мифов вокруг Бермудского треугольника, нагнетающих атмосферу таинственности в этом регионе. Популярные утверждения, что здесь ежегодно исчезают десятки судов и самолетов, на самом деле не подкреплены официальной статистикой. Число пропаж в треугольнике лишь отражает уровень транспортной активности, как и в других оживленных зонах Мирового океана. Тем не менее, среди энтузиастов неизменно живет гипотеза о вмешательстве внеземных цивилизаций. Нередко можно встретить рассказы о загадочных летательных аппаратах и светящихся объектах, видимых в небесах треугольника. Однако, следует подчеркнуть, наука не располагает доказательной базой, подтверждающей такие невероятные гипотезы. Идеи о внеземных визитерах ушли корнями в фольклор и массовую культуру, где они продолжают будоражить умы фантастическим магнетизмом. Еще одна группа теорий касается параллельных измерений и временных ловушек. Так называемые временные аномалии и петли времени часто становятся предметом захватывающих рассказов, но научные исследования не обнаружили никаких эмпирических подтверждений существования подобных феноменов. Эти теории остаются прерогативой фантастической литературы и кинофильмов, откуда черпают свою экзотичность и популярность среди широкой публики. Более реалистичное объяснение загадок треугольника заключено в непредсказуемой мощи природы. Штормы, циклоны, коварные океанические течения и человеческий фактор – основные подозреваемые в ряду причин исчезновений. Гольфстрим, например, известен своими быстрыми и сложными течениями, которые могут сбить с курса неопытных мореплавателей. По мере того, как мифология треугольника пускает корни в коллективное сознание, стоит помнить, что ни НЛО, ни иные измерения так и не нашли научного подтверждения. Но ведь именно это бесконечное пространство для теорий и загадок и делает Бермудский треугольник таким захватывающим. В будущем, возможно, наука приоткроет завесу тайны и предложит разгадки, где мистические сны уступят место реальным объяснениям, наполняющим нас знанием об окружающем мире. Разбор известных случаев. Все началось с авиалайнера «Звезда Аравии», который исчез в 1919 году. Этот гидроплан Curtiss H-16 покинул Бермуды и бесследно пропал, оставив после себя лишь тайны и загадки без ответов. Это исчезновение породило массу спекуляций, но никаких вещественных доказательств, способных пролить свет на его судьбу, не появилось. Данное событие сделало регион частью мировой мифологии, оставаясь необъясненным больше века. Следующей крупной загадкой стал случай с танкером SS Marine Sulphur Queen. Судно, изначально танкер Т-2, было переоборудовано для перевозки серы и вышло из Техаса 2 февраля 1963 года. Последнее радиосообщение поступило 4 февраля, а уже 6 февраля судно исчезло без следа у юго-западного побережья Флориды в Мексиканском заливе. И хотя поисковые операции обнаружили только мелкие обломки и спасательные пояса, никаких тел или значительных частей судна найдено не было. Инспекторы подтвердили, что корабль был в технически аварийном состоянии с множеством признаков коррозии и утечек серы, что могло стать причиной катастрофы. Тайна яхты Уичкрафт также остается одной из самых обсуждаемых. Пропав 22 декабря 1967 года в 1 миле от побережья Майами, она вызвала масштабные поисковые операции, однако ни яхта, ни ее пассажиры и экипаж так и не были найдены. Моторная яхта, несмотря на поданный сигнал бедствия, исчезла без единого следа, добавив еще одну неразгаданную загадку в анналы Бермудского треугольника. Эти случаи, каждый по-своему завораживающий и будоражащий воображение, демонстрируют, как реальная опасность природы и человеческие ошибки переплетаются в сознании людей с легендами и мифами. Анализируя их, мы начинаем понимать, что многим историям, окутанным аурой мистики, находятся вполне логические объяснения. Но какой бы ни была реальность, желание раскрыть все тайны этого загадочного региона остается неугасаемым. В следующем обсуждении нас ждет анализ того, какое влияние оказали средства массовой информации на восприятие этих событий обществом. Мнение экспертов.
Обратимся к мнению признанных экспертов, чтобы раскрыть некоторые тайны Бермудского треугольника. Один из заслуженных океанографов, доктор Саймон Бокселл из Саутгемптонского университета, утверждает, что феноменальные волны-убийцы, способные достигать высоты до 30 метров, представляют собой реальную угрозу для морских судов. Эти гигантские волны рождаются спонтанно, появляются без предупреждения и в считанные мгновения угрожают даже самым оснащенным судам. Еще одна гипотеза, заслуживающая внимания, связана с газами – метаном. Ученые предполагают, что гигантские пузырьки метана, поднимающиеся с морского дна, могут резко снижать плотность воды. Это, в свою очередь, делает плавучесть судов недостаточной, что может приводить к их молниеносному затоплению. Средства массовой информации, жаждущие сенсаций, нередко усиливают и без того мощные силы природы, облекая их в мистическое облачение. Однако, как показывают данные Национального управления океанических и атмосферных исследований, резкие изменения погоды в этом районе действительно делают его особенно опасным для навигации. И это уже точно не миф. А вот эксперты из крупнейших страховых компаний и береговой охраны США подтверждают, на физических картах мира Бермудский треугольник с его узловыми точками Майами, Бермудскими островами и Сан-Хуаном не является более опасной локацией, чем любая другая часть Мирового океана. Человеческий фактор, ну, конечно же, именно он, часто играет здесь ключевую роль. Неподготовленные экипажи, неисправное оборудование и недооценка погодных условий приводят к трагедиям. Сами мифы представляют интерес для многих, но, как показано, большинству из них не суждено пережить дотошный анализ. В центре внимания остается природа и человеческие ошибки, а не сверхъестественное. Возможно, именно это и делает Бермудский треугольник столь интересным и неисчерпанным. В следующем обсуждении мы проанализируем, как средства массовой информации окрасили восприятие обществом этих событий, добавив еще больше загадочности и остроты в наше путешествие по этому региону. Влияние СМИ. Средства массовой информации играли ключевую роль в создании и популяризации мифа о Бермудском треугольнике. История началась в 1951 году, когда Эдвард Ван Винкл Джонс впервые упомянул о мистических происшествиях в этом районе. Спустя чуть больше 10 лет, в 1964 Винсент Гаддис ввел термин «Бермудский треугольник», закрепив название за областью между Бермудскими островами, Майами и Сан-Хуаном в Пуэрто-Рико. Следующий скачок популярности легенды произошел в 70-х годах благодаря писателю Чарльзу Берлицу, чья книга поразила воображение миллионов читателей. Несмотря на множество ошибок и непроверенных фактов, она закрепила репутацию региона как опасного и загадочного. И хотя многие из его утверждений впоследствии были опровергнуты, интерес к теме продолжает расти. СМИ не упускали возможность усилить эффект мистики вокруг треугольника, преувеличивая и искажая реальные события ради сенсаций. Телепередачи и фильмы предлагали зрителям разнообразные, часто противоречивые гипотезы о внеземных вмешательствах и временных аномалиях, которые впоследствии были признаны домыслами и частями культурного фольклора. Научные исследования, в свою очередь, представляют ситуацию более прозрачно. Число исчезновений в Бермудском треугольнике не превышает средние показатели для других насыщенных маршрутов аналогичной активности, по данным страховой компании Lloyd's of London и береговой охраны США. Природные факторы, такие как гигантские волны и подводная сейсмическая активность, позволяют объяснить большинство инцидентов без обращения к мистике. Интерес СМИ принес свои плоды, так как стимулировал научный прогресс и помог разоблачить многие мифы, окружающие эту территорию. Это напоминает нам, что за каждым мифом стоит стремление к истине и желание понять этот мир во всем его многообразии. В ближайших обсуждениях мы завершим наше путешествие, сопоставив легенды и факты для окончательного понимания этой загадочной области. Легенды и факты. Загадочный Бермудский треугольник поражает воображение, но реальность, как всегда, оказывается куда более прозаичной. Страховая компания Lloyd's of London и Национальная океаническая и атмосферная администрация США утверждают, что число инцидентов в этом регионе ничем не примечательно. Оно не выше среднего в сравнении с другими оживленными морскими районами. Миф о якобы имеющихся магнитных аномалиях подогревает интерес прессы, но научные данные не подтверждают наличие устойчивых магнитных искажений, способных повлиять на навигацию. Сегодня современные системы практически не зависят от магнитных компасов, что делает подобные гипотезы несостоятельными. Понятие «временные искажения» относится к сферам художественной литературы и кино, не имеющему научных подтверждений. Это больше вымысел, который драматизирует и без того полный загадок сюжеты о треугольнике. Метановые пузырьки на морском дне куда более убедительное объяснение. Они способны резко снижать плотность воды, что в свою очередь может стать причиной резкого уменьшения плавучести судна.
Такое явление получает все больше внимания в научных кругах, как потенциальная причина исчезновений. И хотя имя Саймона Боксала может не фигурировать в исследованиях о волнах-убийцах, факт их существования подтвержден многими станциями наблюдения и научными экипажами. Эти гиганты способны возникать без предупреждения и не щадить даже самые мощные суда. История 5 торпедоносцев Avenger, исчезнувших в 1945 году из Форт Лодердейл, становится легендарной отправной точкой для мифов о треугольнике. Но важно помнить, что каждая загадочная пропажа требует отдельного анализа. И хотя никто из ученых не может предложить универсальную гипотезу, большинство случаев имеет более чем земные объяснения, от мощи природы до человеческих ошибок. Завершая наше путешествие, важно признать, Бермудский треугольник — это место не столько мистики, сколько природы в своем величии и непредсказуемости. Сотни историй скрывают истину, но это лишь разогревает наше желание искать и открывать новые тайны.